Здорово, лоботрясы. В общем, дошли у меня руки до записи урока про настройку стримов. Настройка будет именно визуальной части. Техническая часть настраивается довольно-таки просто. Там нужно всего лишь следовать той площадке, на которой стримите. Плюс-минус они везде одинаковые. С чего начнем? С того, что многие наверняка видели вот такую штуку в верхнем меню. Называется коллекция сцен. Кто-то даже видел там сцену по умолчанию, которая называется, по-моему, без названия, что ли. И все, по сути, каждый раз переделывают одну и ту же сцену под разные задачи. И я же предлагаю фигней не страдать и пользоваться тем, что предоставил нам разработчик. А в частности, если нам нужна новая сцена, мы не переделываем старую, мы создаем новую. Собственно, это мы и сделаем. Назовем ее сравнение парадов. Почему сравнение парадов? Потому что у меня есть материалы для стрима, который у меня прошел давным-давно. Вот, на основе этих материалов я и буду настраивать этот стрим. Так, здесь мы переименовываем. Старайтесь называть сцены адекватно, ну, собственно, понятно, чтобы это было логично. Так, здесь будет моя рожа. Моя рожа. Моя рожа. Бабам. Чтобы вы понимали, вот этот вот источник устройства захвата видео может работать только, точнее как, с одной камерой может работать только один источник одновременно. То есть два источника захват видео, устройство захвата видео. Он работать, два источника с одной камеры работать не будут, потому что первый захватит, а второй у вас при добавлении либо просто черный экран покажет, либо сообщит об ошибке. Так, моя рожа добавлена. Так, добавим второй источник. Моя рожа мелко. И чё? Не будем фигню страдать. По-другому настроим. Новая сцена. Виджеты. Ну как же стрим без попрошайничества, да? Как говорит один мой знакомый, который со мной уже не общается, потому что он на меня обиделся. Добавляем браузер. Так, назовем это донаты. Куда приходят уведомления, где чувак мерзким голосом озвучивает текст. А еще более мерзко он озвучивает ссылки в этих сообщениях. Собака. Так, ништяк. Ссылки, 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 ссылки. Оповещение. Оказывается, это называется. Проверяем, как работает. Угу. Так. Донаты. Так, тоже размер сцен. Па-бам. Оба-на. Сразу уменьшаем нафиг. Так, и вот тут у нас появляется такая вилка. Мы можем добавить виджет непосредственно в сцену с рожей. Вот так вот. Но в чем нюанс?
Сейчас я попробую объяснить. Допустим, мы будем делать стрим, обзор видосов. То есть, значит, у нас... Кстати, стрим-то у нас начинается с вступления. Назовем это вступление. Так, блин. Добавляем моя рожа. И вот, то есть у нас получается непосредственно картинка с камеры вместе с виджетом. И если мы сейчас добавим, пусть это будет, например, обложка там чего-то, да блин. Пусть это будет там, не знаю, обложка стрима, либо это кадр из видео, то есть, ну, что-то, что нам показывает, что это будет обзор видео. И, ну, в принципе, я думаю, вы уже заметили, да? Оно перекрывает виджет. То есть мне надо будет либо это размещать таким образом, чтобы она виджет не перекрывала, что не всегда удобно. Либо из моей рожи, из сцены моей рожи удалять виджет, и виджет добавлять непосредственно сюда в сцену, в каждую сцену. Вот, тогда картинка... Блин. Тогда картинка не перекрывает. Да, это уже не так удобно, но во всяком случае это гораздо лучше, потому что виджеты мы редактируем только в одной сцене. Все это применяется ко всем сценам. В принципе, думаю, вы понимаете, насколько это проще. Вот, следующая сцена у нас, естественно, будет непосредственно с разбором видео. Ну, допустим, у меня это называется, первое видео у меня называется нарезка парадов. Сразу добавляем сцену. Моя рожа. Ай. Ну, то есть вы поняли, да, если я вставляю опять же виджет в сцену с моей рожей, то сейчас я просто бы, во-первых, мало то, что виджет уменьшил, во-вторых, его обрезал. Так, на задний план мы еще добавляем виджеты. Тут, слава богу, нам ничего редактировать не надо. Источник медиа. Назовем его видос. Так, перезапустить при воспроизведении. Тут надо смотреть, нужно вам это или нет. Я иногда эту галочку снимаю, чтобы, если мне не нужно, чтобы видео запускалось при активации сцены. Допустим, я переключился на сцену, поставил его на паузу, на другую сцену переключился, и чтобы, когда я возвращаюсь, видео не запускалось, а я уже мог его воспроизвести с того места, на котором остановился. В данном случае это не имеет значения. Так, нарезка парадов. Окей. Так, опускаем ниже. Чик. Вот рожа. И виджеты. Видео управляется, ну, сами знаете, довольно просто. Единственное, тут нюанс, чтобы это выглядело относительно красиво. Я сейчас покажу. Видео, когда закончится. Мы получаем черный экран. Тут есть смысл сделать стоп-кадр последнего кадра видео. И вот сюда вот, то есть добавляем через
изображение, выбираем стоп-кадр, даже называем его стоп-кадр. Вот. У меня стоп-кадра нет, я, конечно, выберу просто первую попавшуюся картинку. Так, преобразовать, подогнать. И помещаем ее под видео, в самый низ. Таким образом, когда у нас видео закончится, ну, допустим, вы хотите продолжить комментировать это видео, не переключая сцены, соответственно, для зрителя будет ощущение, что видео просто прекратило воспроизведение. На самом деле видео пропало, а под видео появилась вот эта картинка. Пусть это будет стоп-кадр. Так, смотрите дальше, что происходит. В принципе, я думаю, аналогия и суть, точнее не аналогия, суть моего подхода вам ясна. Тут в чем прикол еще? У нас переход сцен, затухание. То есть многих это, в принципе, устраивает. Я хотел прямо добавить такой изюминки. Изюминка называется стингер. Вот здесь, короче, в переходах между сценами мы выбираем стингер. И у меня специально подготовлено видео с прозрачным фоном. Именно вот как переход я его использую. Как это выглядит? Вот как это выглядит. Но вы заметили, да, я нажимаю кнопку, сцена меняется, а потом переход. Эту особенность надо учитывать, когда мы вот этот параметр редактируем. Точка перехода, то есть мы тут обозначаем время, через которое произойдет смена сцен после того, как мы нажимаем сменить сцену. Видео у меня 1 секунда, то есть вот этот переход, он длится 1 секунду. 1 секунда это 1000 миллисекунд. Здесь стоит 0, ставим 500. То есть, смена сцен будет происходить на середине моего перехода. И смену сцен таким образом мы не заметим. Что получается? То есть, оп, сцены меняются, когда мы видим вот эту обложку. И таким образом мы получаем... красота, да? Классно вообще. Как делать такие видео с прозрачным фоном, это надо, конечно, одно отдельное видео записывать. Я надеюсь, я когда-нибудь это сделаю. В комментариях можете сказать, что типа, давай делай, лентяй сраный. Оба-на! Классно же. Главное по ошибке не нажать. Особенно вот это. То есть, в принципе, как там можно, не знаю, отделять это и так далее. Ну согласитесь, красиво же, классно. Чик-чик, новая сцена, новый все. То есть дальше, по сути, что? У меня идет обзор. Тут нарезка этих фрагментов, сравнение разных парадов нашего российского с американским. Дальше у меня идет видео ляпов. Я так и называю. Ляпы. И также по аналогии. Моя рожа. Сцена, виджеты. Да, неудобно в каждую сцену вставлять наши ранее настроенные сцены. Но это гораздо удобнее, чем в каждой сцене настраивать расположение вот этого всего барахла. На мой взгляд, гораздо удобнее. Кстати, можно сделать, в принципе, сцену «Моя рожа мелко», где вот так вот мы сделаем один раз и уже будем добавлять, собственно, давайте сделаем. «Моя рожа мелко». Бабам.
Сюда добавляем сцену «Моя рожа». Уменьшаем ее нафиг. Чем это хорошо? Это тем, что у нас не будут прыгать размеры, что в одной сцене вот так вот, в другой сцене вот так вот. Ну, а здесь, соответственно, моя рожа удаляется. Добавляется сцена «Моя рожа мелко». Блин, да ё-моё, слепошары. Вы ж простите, у меня зрение-то очень плохое. Иногда не туда тыкаю. Так. А, ну правильно, вот она спряталась тут. Вот. Ляпы. Опять моя рожа тут крупная. Я ее менял. Изменил размеры. Так, вот. Моя рожа мелко. Ну, соответственно, вот, если нам надо немножечко что-то подкорректировать, мы тыкаем «Моя рожа». Здесь, соответственно, мы редактируем, уменьшаем, увеличиваем. Там, и применение происходит во всех сценах. То есть у нас все красивенько, все ровненько, ничего не прыгает, не скачет. То есть все прям как надо. Добавляем изображение стоп-кадра, как я уже говорил. Тут стоп-кадр 2. Вообще желательно стоп-кадр, конечно, ляпов, допустим. Стоп-кадр ляпов будет такой, повторяя, для тех, кто в танке, закрепление материала. Повторение того же самого. Так, тыш, стоп-кадр у нас на самом заднем плане. Добавляем видос. Так. Ляпы. Блин. И видос у нас уже занят, блин, да? Это вот неприятная особенность OBS. Ну, я и говорю, видос ляпы, короче. Так, добавляем ляпы. Подогнать. Так. И отправляем его чуть ли не на задний план. Вот так вот. Что у нас получается в итоге? Пиу, мы говорим, приветствуем зрителей, немножечко болтаем. Ну все, погнали. Чик-чик, оба-на, видите, тут это, то самое, закончили обзор этой части, чик-чик, переключились на другую часть. Классота! Ну вот и все. В принципе, что, давайте там, ругайте меня в комментариях, потому что видос получился несуразный, понимаю, но такова моя натура, к сожалению. Иначе не могу. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока, ставьте там лайки и все такое, короче. Пишите комментарии.